Внимание, коллектив! Сегодня мы возвращаемся в эпоху, где качество определялось не этикеткой, а ГОСТом. Перед вами королева воскресных обедов и любимица школьных столовых. Картофельная запеканка, золотистая корочка, нежное пюре и сочный мясной слой. В 70-е годы этот аромат, доносившийся из кухонь пятиэтажек, означал одно – вся семья в сборе. Сегодня мы восстановим этот стандарт сытности в мельчайших деталях. Никаких вольностей, только технологическая дисциплина. Берем картофель. Стандарт требует сорта с высоким содержанием крахмала, чтобы пюре держало форму, а не расплывалось по тарелке. Товарищи, картофель в запеканке – это как сознательный гражданин. Сначала он проходит строгий отбор, потом горячую обработку и в финале под давлением пресса превращается в идеальное пюре, лишенное всякого индивидуализма и комочков. Это и есть высшая форма кулинарного единства. Коллектив, внимание! Чтобы не пропустить следующую утвержденную техкарту, обязательная регистрация в нашем кулинарном цеху. Подписывайтесь на канал. Порядок в подписках, порядок в меню. Переходим к мясному цеху. По классике – смесь говядины и свинины. Обжариваем мелко нарезанный лук до состояния прозрачного золота. Помните, лук не должен гореть, он должен отдавать сладость. Добавляем фарш, солим, перчим и никакой заморской химии. Только черный перец и лавровый лист. Жаровня должна шипеть. Как только мясо поменяло цвет и пустило сок, начинка идет на отдых. Это стратегический запас нашего блюда. Варим до готовности, сливаем воду до последней капли. Лишняя влага – враг структуры. А теперь, внимание, добавляем сливочное масло, растираем до идеальной гладкости. Никаких комочков, товарищи, это брак. Пюре должно быть пластичным, как глина в руках мастера. В финале вводим яйцо для фиксации формы при запекании. Основа готова. Приступаем к монтажу. Первый слой – половина пюре. Разравниваем уверенно. Сверху – мясной монолит. Накрываем остатками картофеля. Доложите обстановку в комментариях. Соблюдали ли вы подобную рецептуру в вашей семье или допускали отклонения от ГОСТа? Ждем ваш рапорт под видео. А теперь финальный штрих главного технолога. Смазываем поверхность сметаной и посыпаем панировочными сухарями. Знаете, почему в советской запеканке картофель всегда лежал идеально ровным слоем? Потому что у него не было выбора. Перед лицом мясного фарша и сметанной сетки даже самый крахмалистый корнеплод осознает свою гражданскую ответственность. Ставим в печь при 180 градусах. Время до появления победного румянца. Достаем. Дайте ей постоять 5 минут, не спешите. Дисциплина прежде всего. Нарезаем на ровные сегменты. Подача строго по регламенту. Кусок свежего хлеба и соленый огурец. Параметры ОТКА соблюдены. Вкус, как в детстве. Совесть чиста. Подписывайтесь на незабытые рецепты. Здесь мы помним, как это было на самом деле. К трапезе приступить.